Всем привет, меня зовут Дима, и я руковожу проектами в компании Easy Standard. Сегодня мы поговорим с нашим руководителем отдела консалтинга Дарьей. Даша, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в нашей компании? Ну, во-первых, я руковожу отделом консалтинга, занимаюсь, в частности, распределением проектов всех тех, которые к нам приходят в организацию. Также я разрабатываю документы системы менеджмента качества и системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности для компаний, которые к нам приходят. Ну, а теперь для обычных людей, чем ты физически занимаешься на нашей работе? Помогаю клиентам с получением сертификатов соответствия, то есть разрабатываю все те необходимые документы системные, которые аудиторы будут проверять на проверке. А как долго ты вообще этим занимаешься? С чего ты начинала? Вообще в компании я работаю уже около 8 лет. Начинала я с помощника руководителя. Около 4 лет я работаю в отделе консалтинга нашей компании и не так давно стала руководителем отдела консалтинга. А с чего начинала? Вот, какие были твои первые шаги в этом направлении? Во-первых, меня позвали работать в отдел консалтинга изначально как офис-менеджера. Потом уже все-таки я начала погружаться в вопросы сертификации. Наши эксперты обучали меня, общалась с аудиторами, сходила на обучение параллельно. И, в принципе, пришла к тому, что стала уже брать проекты. И уже, тоже в районе 4 лет, там 3,5, наверное, как я непосредственно занимаюсь разработкой документов. А вот за это время как много компаний, с которыми ты работала? Во-первых, к нам компании каждый год возвращаются, как правило, но если брать уникальных, наверное, около 50 будет. Ага, я понял. Ты, может, вспомнишь какие-то самые интересные случаи из практики? Может быть, что-то запомнилось или ярко выделяется на фоне обычной работы? Во-первых, наша работа подразумевает тесный контакт с клиентом, поэтому именно, наверное, общение с клиентом — это самое интересное, что в моей работе возникает, потому как с кем-то получается найти общий язык проще, с кем-то сложнее, и от этого интереснее проект становится. Опять-таки, так как у нас цикл сертификации длится 3 года, то есть сначала мы получаем сертификат, и потом каждый год мы должны проходить инспекционный контроль, уже с некоторыми клиентами удается построить, можно сказать, приятельские отношения, поэтому мы можем там созваниваться по каким-то вопросам, поздравлять друг друга с праздником, они могут звонить за консультациями, предлагают, кстати, интересно, свои консультации иногда, потому как все-таки они, как действующие практики в своей области, тоже могут нам помочь каким-то полезным советом. То есть это интересно, что действительно наше общение выходит только за рамки сертификации. Классная практика, когда ты обращаешься за помощью к своим клиентам, и они помогают тебе даже развиваться, становиться лучше и помогать другим клиентам. Хорошо, а если вот мы говорим о компаниях, наверняка это разные компании из разных отраслей, можешь ли ты сформулировать и описать типичного клиента? Вот кто вот такой вот общий портрет? Но общий портрет конкретно моих клиентов, опять же, повторюсь, я занимаюсь стандартами ISO 9001 и ISO 45001, это будут предприятия, которые занимаются строительно-монтажными работами, и это будут компании, которые занимаются производством чего-либо, в принципе. Конечно, приходят клиенты из других сфер, но как бы основное, наверное, таких 2 направления — это производство и строительно-монтажные работы. Как правило, это не очень большие компании, там штатом, наверное, до 50 человек. Бывает там до 200-300. Как правило, в больших компаниях все-таки есть, наверное, свои там службы качества, службы охраны труда, и, в принципе, им не всегда актуальны вопросы привлечения консалтинга к сертификации, но все-таки есть у меня несколько проектов, которые достаточно масштабные, известные компании, имеющие в штате там 1000, а то и более людей, которым тоже интересен именно наш опыт как профессионалов в сфере сертификации. Да, они прекрасно понимают все нюансы законодательства по охране труда, допустим, но все-таки за сертификацией по этим вопросам они хотели бы обращаться к консультантам, которые все-таки в своей ежедневной практике решают данные вопросы. Это тоже интересно, тоже может быть такое. Я понял. А может быть, ты вспомнишь какой-то курьезный, интересный случай из практики? Из интересных был случай, когда клиент забыл, что у него аудит назначен, то есть мы созванивались, планировали аудит, а потом, когда пришел день уже согласования конкретной даты, времени, клиент решил, что он не хочет идти на аудит. Понятно, что мы там все решили, клиент все-таки на аудит пошел, потому как здесь он подвел бы не только себя, но и орган по сертификации, который уже спланировал аудит, который уже спланировал маршрут и так далее. То есть это, конечно, была такая ситуация, которую нужно было как-то придумывать, чтобы решить, чтобы все-таки и клиента не подставить, и не подвести орган по сертификации. Но нам удалось, нормально вышло по итогу, клиент получил сертификат, все хорошо. А так бывают случаи интересные, наверное, исходя из моей внешности. Нужно сказать, что я
1,50 м ростом, и когда приезжаешь на производство к компаниям, они не всегда как-то готовы видеть ребенка у себя на производстве образно. Вот, поэтому интересные моменты бывали, когда люди выходят там тебя встретить на КПП, так сказать, а там стоит не взрослая тетя, там, удрученная опытом, а внешне подросток. Ну, в любом случае, это, понятно, первое впечатление. Вот, потом, естественно, удается показать свой профессионализм и все-таки настроить компанию на серьезную работу. То есть, в принципе, Ну, хорошее настроение — это хорошее начало любого проекта, я так считаю. это да. Вот, понятненько. Может быть, ты вспомнишь не совсем удачные случаи из практики. Все-таки 4 года — тут большой опыт, и за это время наверняка случались какие-то ситуации. Ну, в принципе, если вы компания, которая заинтересована в получении сертификата и будете выполнять все то, что вам рекомендует выполнять консалтинговая компания, орган по сертификации, то проблема у вас с сертификацией в принципе не возникнет. Но, конечно, бывают ситуации, что клиенты думают, что не получили сертификат и забывают про инспекционные контроли ежегодно. И бывают моменты, что там звонят: у меня завтра аудит, помогите срочно. Ну, тут уже, конечно, тяжело помочь, но в любом случае выход из этой ситуации есть, поэтому не стоит забывать про инспекционные контроли. Ну, здесь, наверное, такая ситуация, что если он забыл про инспекционный контроль, то, наверное, и сама система менеджмента в течение года, ну, документы этой системы вряд ли велись. Ну и как тогда в таком случае поступать? Вообще орган по сертификации в этом случае приостановит вам сертификат соответствия, и вам будет дано полгода для того, чтобы пройти инспекционный контроль и доказать, что ваша система менеджмента качества или система менеджмента охраны труда соответствует требованиям стандарту. То есть в течение полугода будет такой срок дан. Если все-таки не удастся пройти инспекционный контроль в этот срок, то сертификат будет аннулирован и придется заново проходить процедуру сертификации. То есть это заново платить все пошлины и все остальные затраты также заново вносить? Да, да. Так что это невыгодно. Не забывайте, пожалуйста. Лучше не забывать. Я понял. Может быть, ты могла бы дать пару полезных или не совсем полезных советов компаниям, которые помогли бы подготовиться к аудиту, пройти этот аудит? Первый, наверное, совет: если вы не уверены в своих силах, все-таки лучше прибегнуть к помощи консультантов. Всегда нужно быть вежливым человеком, поэтому это касается и общения с нами, общения с аудитором, потому что иногда бывает такой момент, что компания считает, что она заплатила деньги, больше она ничего делать не должна, а так не работает. Помимо тех документов, которые делаем мы, все-таки компаниям нужно на аудите показать еще документы по своей операционной деятельности, то есть как они оказывают свои услуги или производят продукцию, вот прямо от момента, как клиент пришел в компанию, до того момента, как удовлетворенный клиент вышел из компании. То есть нужно полностью показать, как вы что осуществляете и делаете для этого. Поэтому все-таки помимо наших документов помним о том, что работа со стороны компании тоже должна будет вестись, но тут стоит сказать, что мы всегда даем примерный перечень тех вопросов, тех документов, которые на аудите будут требоваться. И, в принципе, пока мы разрабатываем документы, компания уже может готовиться, может собирать документы, и, в принципе, это в дальнейшем облегчит процесс аудита. Просто как минимум вы будете затрачивать меньше времени, чем ежели вы будете бегать по запросу аудитора за каким-то документом в каждое свое структурное подразделение. Естественно, аудит тогда сильно затянется. Поэтому нужно слушать наши рекомендации. А мы всегда действительно постараемся сделать все для того, чтобы аудит прошел для клиента с меньшими потерями, как и времени, нервов и всего остального. А вот в принципе, что ты можешь сказать про отношение аудиторов на аудите к компаниям? То есть, я так полагаю, кто-то, как с твоих слов, уже забывает об инспекционном контроле или не хочет идти на аудит. С чем это связано, как ты считаешь? Ну, наверное, связано с тем, что, возможно, кто-то не придает этому особого значения, то есть считают, что сертификат получен, и особенно это, наверное, в случаях, когда сертификат требуется там, для тендера или по какому-то там, требованию заказчика, ну, типа там, контракт заключили и можно забыть. Ну, так не должно делаться. Ты говорила ранее, что некоторые компании забывают об инспекционном контроле или, например, не хотят идти на аудит в назначенный день. Как ты думаешь, с чем это связано? Как вообще отношение аудиторов к организациям на аудите? Некоторые клиенты боятся аудитов. Стоит сказать, что это бояться не нужно, потому как все-таки задача аудитора
ехать и искать соответствие, а не наоборот. Потому что меня, например, греет эта мысль, что аудитор едет искать не несоответствие, а наоборот, соответствие стандартам. То есть это такой маленький психологический лайфхак все-таки работает, когда ты понимаешь, что к тебе едут не наругать тебя, а все-таки, наоборот, похвалить и увидеть те положительные моменты, которые в твоей компании реализованы. Плюс все-таки аудиторы могут во время аудита дать тебе какие-то советы, могут выписать аспекты для улучшения. То есть тоже квалифицированные люди, которые могут действительно со стороны посмотреть на вашу компанию и предложить какие-то пути совершенствования. Поэтому я считаю, что внешний аудит, как и внутренний, кстати, обязательно нужно рассматривать с положительной точки зрения. То есть здесь задача стоит не в том, чтобы найти несоответствие, а наоборот, найти соответствие, подтвердить, что ваша деятельность соответствует требованиям, стандартам. Я понял. А бывают ли случаи, когда аудит проходит не совсем хорошо? Например, люди от организации не знают, какие документы предоставить, то есть не понимают, о чем речь, или не посвящены в вопросы, которые задает аудитор. Что тогда? Как вообще это происходит? Ну, во-первых, как правило, такие ситуации сведены к минимуму в том плане, что мы со своей стороны готовим необходимые системные документы, плюс мы даем чек-лист тех документов, которые аудитор будет запрашивать на аудите и проверять. Поэтому, в принципе, если вы открывали эти документы, читали их, то вы будете готовы к аудиту, и каких-то проблем не возникнет. Естественно, эти наши чек-листы, они примерные, так как мы все-таки не аудиторы, мы примерно показываем объем работы, который будет осуществлен на аудите, поэтому конечно, аудитор может запросить какой-то дополнительный документ или что-то еще, но в принципе с большего, открыв этот чек-лист, вы поймете, зачем к вам едут, какие документы у вас будут смотреть. Но все-таки, если вдруг у вас выявлены какие-то несоответствия, а этого бояться не нужно, потому как несоответствия выявляются часто, и опять-таки это призыв к тому, что нужно разработать какие-то корректирующие действия, немножечко наладить работу в данном направлении и предоставить аудитору подтверждение несоответствий, собственно, после чего вы сможете получить свой сертификат соответствия. Если же все-таки выявлено несоответствие, вам будет дан срок, ориентировочно это месяц, на устранение этих несоответствий. Если вы в этот срок не уложитесь, то, к сожалению, будет принято решение об отказе выдачи сертификата. То есть могут быть случаи, когда клиент заплатил пошлину в орган по сертификации, приехал аудитор, аудит пошел как-то не по плану, вам дали какой-то срок на закрытие каких-то несоответствий, вы его, скажем так, не смогли закрыть за это время, и в результате орган отказывает в выдаче сертификата. То есть правильно я понимаю, что вы можете заплатить деньги как организация и сертификат не получить? Такое возможно, но для этого нужно, откровенно говоря, постараться, потому как если все рекомендации выполнять, то, в принципе, проблем не возникнет. Но, вероятно, всякое может случиться, поэтому, да, такой вариант возможен. Ты упоминала, что сбрасываете документы клиенту перед аудитом и чек-лист. А сколько вообще страниц документации получает организация? Тут, конечно, будет много зависеть от той сферы, в которой клиент работает, сколько процессов будет выявлено в компании и так далее. Но, наверное, навскидку могу сказать, что это 250-300 страниц. На последний день откладывать ознакомление с документами не стоит, потому что объем достаточно большой, правильно понимаю? Конечно, да. Я понял. Смотри, правильно ли я понимаю также, что в рамках вообще подготовки и самой сертификации недостаточно просто заплатить за консалтинг, за аудит, ввиду того, что нужно иметь какие-то дополнительные аспекты, например, какие-то документы докупить надо, стандарты и так далее. То есть какие еще затраты организация должна понести, чтобы аудит состоялся и был успешен? Во-первых, конечно, в организации должны быть обучены внутренние аудиторы. Как правило, в рамках нашего консалтинга мы обучаем специалистов в той компании, которая к нам пришла, и, в принципе, этот вопрос мы закрываем. Но также частым несоответствием на аудитах является отсутствие поверки на средства измерения. Конечно, если средства измерения в компании применяются. Или, допустим, отсутствие фонда ТНПА. То есть об этом тоже стоит помнить, но опять-таки наши чек-листы содержат эту информацию. Мы их, как правило, даем заблаговременно, чтобы у вас было время немножечко подтянуть те моменты, над которыми недостаточно поработали. Хотел уточнить, ТНПА это что? Технические нормативные правовые акты, которые регламентируют вашу деятельность. То есть даже если это приходит какая-то консалтинговая компания, чья деятельность не сильно регламентирована, скажем, элементарный момент, если вы сертифицируетесь на соответствие стандарту ISO 9001, у вас должен быть текст этого стандарта в любом случае. Это, конечно, может быть на бумаге, но, на мой взгляд, гораздо проще ввести фонд НПА, подключив специальные ИПС, которых у нас в стране достаточно много, и, в принципе, не забивать себе голову актуализации фонда, потому как это все будет происходить автоматически и так далее. А если я просто скачаю текст стандарта из интернета? А как вы сможете обеспечить тот
вопрос актуальности данного стандарта. То есть всегда ваши ТМПА, мало того, что они должны быть у вас в наличии, должна проводиться работа по их актуализации, проверки, вносились ли изменения, какие-то изменения. Если они вносились, какие-то существенные, ознакомить с ними ваших сотрудников. То есть аудитор это может все посмотреть просто на аудите, я правильно понимаю? Конечно, это всегда проверяется. Я понял. Ну, такой человеческий немножко вопрос, наверное, многие поймут. Вот когда к вам приезжает в организацию аудитор, нужно ли его вести в ресторан? Я считаю, что в ресторан прямо вести не стоит, не нужно. Ну, конечно, если вы очень хотите, пожалуйста, но все-таки предусмотреть возможность выпить кофе, покушать, попить воды стоит, потому что это обычные простые люди, у которых есть свои физические, физиологические потребности. Конечно, учесть это стоит. Ну, периодически мы приезжаем в какие-то большие компании, где есть свои столовые, поэтому здесь вопрос решаемый. Кто-то может там просто организовать какой-то кофе, печеньки, водичку. Ну, тут уже, конечно, на ваше усмотрение, но, на мой взгляд, доброе отношение к аудиторам все-таки положительно влияет, потому как аудитор себя чувствует комфортно, вы себя чувствуете комфортно. Это все-таки настроит вас на какой-то дружеский лад, и аудит пройдет более приятно. Но это не противоречит никаким этическим правилам и так далее, я правильно понимаю? Ну, на мой взгляд, предложить аудиторам попить воды или выпить кофе, это не может противоречить каким-то нормам. Я понял. Хотел еще такой вопрос задать, наверное, актуален для молодых специалистов, которые заканчивают вуз, либо для людей, которые хотят сменить род деятельности и зайти вот в этот мир сертификации и стандартов. Как, может быть, пару твоих советов, с чего стоит начать? Ну, на мой взгляд, вы можете, как студент, во время практики, как правило, производственная, преддипломная, какие-то практики проводятся в организации, прийти в какую-то конкретную компанию, предложить свою помощь. В нашей компании точно в этом не откажут. Если же вы уже как выпускник, то можно также попроситься на какую-то стажировку и так далее. Ну, тут уже дело за студентами, собственно. Я понимаю. Но можно ли вот самостоятельно использовать просто информацию из интернета, обучиться этому? Здесь сложно сказать, потому как у нас есть требования стандарта. Как вы их будете реализовывать, это уже, собственно, ваше решение. Да, тут нужен практический опыт, чтобы правильно и дешево для клиента реализовывать те или иные требования. Ну, даже мы, работая в организации, допустим, по стандарту ISO 9001, у нас несколько экспертов, и мы даже смотрим периодически на комплекты документов друг друга и понимаем, что они абсолютно разные. То есть вот каждый эксперт по-своему понимает. Притом у каждого из нас документы соответствуют требованиям стандарта. Да, в стандарте есть какие-то обязательные документы, о которых говорится в стандарте, собственно, и вы их обязательно должны разработать. Есть документы уже, которые все-таки будут разрабатываться под специфику деятельности компании, а также от видения эксперта тоже многое зависит, потому как важно требования реализовать. Как вы это будете делать, тут уже на ваше усмотрение. Спасибо, Даша, за разговор. Давай напоследок попробуем подытожить самое важное для организаций, чем нужно руководствоваться или с чего начать, когда стоит задача получить сертификат. Во-первых, оцените свои усилия, справитесь ли вы самостоятельно или все-таки стоит прибегнуть к помощи консультантов. Второй момент, не бойтесь, не паникуйте, это абсолютно нормальный рабочий процесс, и все вопросы решаемы в любом случае. Также слушайте рекомендации, если все-таки обратились к консалтинговой организации, мы со своей стороны всегда сделаем все возможное, чтобы минимизировать затраты вашего времени, ресурсов на получение сертификата. Ну и просто радуйтесь, улыбайтесь и будьте вежливыми. Спасибо, Даш, большое. Спасибо и вам, уважаемые зрители. Если это видео было для вас интересно и полезно, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Всего доброго!